Главный портовый город Украины Одесса известна своими пляжами, прекрасной архитектурой и неповторимым южным колоритом. До войны Одесса была третьим по населению городом Украины с численностью населения более 1 миллиона человек. Но с началом войны количество людей в городе заметно уменьшилось. Территория современной Одессы была населена с древнейших времен. С V века до нашей эры тут находилось несколько античных поселений. Остатки одного из них были обнаружены прямо под Приморским бульваром. С конца IV столетия здешние земли находились во владении кочевых племен, печенегов и половцев. В середине XIII века территория попала в зависимость от Золотой Орды, затем от Крымского ханства, далее Великого княжества Литовского и Османской империи. Раньше датой основания Одессы считался 1794 год. Тогда российская императрица Екатерина II подписала распоряжение об устроении в крепости Хаджибей военной гавани и торговой пристани. Однако теперь большинство историков считают датой основания города создание здесь крепости Кочубей. Таким образом, началом современной Одессы считается 1415 год. В сентябре 1789 года в ходе русско-турецкой войны крепость была взята штурмом силами сводного отряда русской армии и черноморских казаков под командованием Хосе Дерибаса. По основной версии название города связано с древнегреческой колонией Одессос. Этот античный город существовал неподалеку от Одесского залива. Русские же завоеватели отобранные у турок города любили называть греческими именами. Первыми здешними поселенцами были греки, итальянцы, албанцы и армяне. Рост населения города и развитие торговли ускорились с 1800 года, когда царь Павел I даровал городу несколько важных льгот. В результате доходы от здешней торговли возросли более чем в 10 раз. При градоначальнике Ришелье Одесса превратилась в главный порт Российской империи на Черном море, а при сменившем Ришелье Ланжероне Одесса получила уникальный статус свободного порта, когда экспорт и импорт товаров осуществлялся вообще без пошлин. Одесса развивалась столь быстро, что за одно столетие из небольшого поселка стала 4-м по величине городом Российской империи. Архитектура города представлена зданиями 19-20 столетий в стилях неоклассицизм, модерн, постмодернизм, конструктивизм. В архитектуре культовых зданий отразилось византийско-греческое влияние, а в планировке и фасадных композициях жилых домов можно встретить итальянский, французский и армянский декор. Видное место в культурной жизни города занимает Одесский театр оперы и балета. Его здание является уникальным архитектурным сооружением. На мой взгляд, этот театр красивее Венского оперного театра и даже Парижского. Кроме красоты, театр знаменит своей историей. В нем бывали выдающиеся композиторы и писатели, на его сцене выступали великие певцы. Вдоль Приморского бульвара расположены прекрасные здания. В 2023 году архитектурный ансамбль Приморского бульвара, площади Дюка де Ришелье и Потемкинской лестницы были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С Приморского бульвара хорошо видна панорама порта. Знаменитая Потемкинская лестница имеет 192 ступени. Строительство этой гигантской лестницы было начато в 1837 году и продолжалось 4 года. Автором проекта был архитектор Бофо. Одесса – многонациональный город. Местная многонациональность объясняется расположением в районе, где стыковалось несколько государств, а также интенсивным развитием. По данным переписи 1926 года, в Одессе проживало 39% русских, 37% евреев, 18% украинцев, меньше 3% поляков и представителей других национальностей. В городе существовала большая еврейская диаспора, но в результате нацистского Холокоста еврейское население Одессы существенно сократилось. Количество евреев города также уменьшилось в 80-е годы прошлого века, когда начался массовый выезд на земли обетованные. Теперь же росту эмиграции способствует война. Следует сказать, что с начала войны русские войска постоянно обстреливают Одессу, не щадя ни людей, ни архитектуру города. Так, в апреле 22 года крылатыми ракетами были разрушены жилые дома, при этом убиты 8 человек, а ранены 18. 7 мая Одессу обстреляли 6 ракетами, снова повредив аэропорт и предприятия в жилом районе. 12 мая при очередном обстреле был поврежден Воронцовский дворец. 14 июня 23 года после очередного ракетного удара калибрами были повреждены бизнес-центр, жилые дома, учебное заведение, ресторан, магазины и склад. 3 человека погибли и 13 получили ранения.
В ночь на 23 июля российские войска вновь нанесли ракетный удар по Одессе. Погиб 1 человек, ранено 22. Был поврежден Спасо-Преображенский собор, разрушено 6 жилых домов. Список обстрелов и жертв можно продолжать бесконечно. Неудивительно, что состоятельные горожане эмигрируют в безопасные европейские страны. Те, кто не может уехать сам, направляют на обучение за границу своих детей. Естественно, после завершения образования молодые люди не возвратятся в родной город. Украина вообще может вскоре утратить свое молодое поколение, по крайней мере большую его часть. Как только наступит перемирие с Россией и границы откроют, молодые мужчины начнут массово уезжать за границу, ведь возобновление активных военных действий неизбежно, а жить всем хочется. За мужчинами уедут и молодые женщины, поскольку перспектива остаться одинокой или стать лесбиянкой не всех устраивает. Поэтому Одессу и другие украинские города ожидает далеко не радужное будущее. Не исключено, что в скором времени на улицах города появятся выходцы из азиатских и африканских стран. Но это будет уже другая Одесса, это будет другая история города.